Итак, хорошие мои, я вас всех приветствую. Сегодня мы посмотрим, что нам расскажет портал. И так как наш с вами канал достиг волшебной цифры в чуть более чем 1000 подписчиков, я буду отвечать на ваши вопросы в прямом эфире. Но это чуть попозже. Когда можно будет писать вопросы, я вам сообщу. И частота написаний 1 комментарий в минуту. То есть в порядке, пожалуйста, человеческой очереди, да, не нужно писать мне, 10 штук там. Видите, я закончила отвечать одному человеку, все, пишите следующий. Ну, а там уже как пойдет. Возможно, будет много заблокированных людей сегодня, возможно и нет. Посмотрим, что сегодня нам принесет портал. Эту карту я случайно достала, вообще 2 карты. Смотрите, здесь получается у нас насчет семьи, вопросы семейного характера. В любой направленности будут люди получать ключи. Так, сейчас я немножечко подготовлюсь еще здесь, потому что параллельно у меня идет ритуал. Мне очень понравилась реакция пространства на последний мой ритуал, который я проводила. Может, кто помнит. Вот. И, собственно говоря, в иных вариантах, но я его повторяю. Опять же таки, кому что стрёмно, диагностику делаете. Хотя даже не в прямом эфире это все будет. Ну, то есть вы даже не видите и части этого ритуала. Ну, у кого что-то смущает, пожалуйста, не стесняйтесь, диагностируйте. Хотите, выходите. Опять же таки, все по кодексу, там каждому, что уготовано, ожидайте. Итак, сейчас мы с вами посмотрим. Ребят, письма какого-то ждите, новостей. Сейчас мы посмотрим, портал нам что дает. Давайте скажу так, он открылся буквально на сутки. Определенные, да, вот эти энергии. А вот с завтра и до июля будет месиво. Но для осознанных вы уже ощутили, что много чего преподоткрылось прям сегодня. Так, давайте-ка начнем. Да, что-то с домом будет связано, ребят. Со стабильностью, с семьей, с кем-то будете ругаться. Многие люди будут расставаться, многие будут сходиться. Хотела 3 карты и как-то... Да, какие-то моменты и ограничения с ментальными вопросами, то есть когда вас обманывали, когда предавали, когда вы долго находились в ситуации, где вами манипулировали, вас обесценивали, вы недопонимали происходящее. Дети в этом вопросе тоже замешаны. Опять эта карта. У кого-то будет новое общение, у кого-то будут новые друзья, кто-то будет разгребать и среди друзей засранцев. Но в большинстве случаев, ребята, развилка еще будет ждать каждого. Выбирайте, кого вы к себе будете приближать. Доверяйтесь своему роду, род вам даст ключи от этого всего. Все понятно, я думаю. Здесь... Сейчас посмотрим на другой колоде, что нам по порталу 1212, что вам нужно знать. Для низкочастотных предупреждаю сразу, там, не думайте, не пытайтесь это на себя одеть, вам уготованы другие пространства вариантов. Так, всем доброго вечера и доброго времени суток.
Вопросы я напишу, я скажу, когда можно будет задавать, чтобы не захламлен был чат, и я его не листала. Я сейчас посмотрю быстренько, что нам по энергиям, что для нас актуально знать, а потом уже будут вопросы. Кто-то получает полномочия от рода, власть, закон будут на вашей стороне. Результаты благоразумия вашего вам дадут плоды, хочется мне сказать. Преимущество короны у вас есть. Да, здесь кому-то четко, конкретно будет дана власть. Давайте скажу так, даваться она будет абсолютно всем, кто повышает свои вибрации. И даже те, кто находится в низменных вибрациях, их будут как отщелкивать, что на самом деле их окружает, кто окружает. Но будут ли они в состоянии выбрать верное направление, это уже не наша вообще забота. Все, что касается ваших дел, ваших проектов, в любом направлении на созидание, здесь удача, для кого-то наследство, именно родовые знания. Новые ваши изобретения, вот все проталкиваете. Дайте людям на это посмотреть. Здесь знаете что, ребят? Здесь четко и конкретно вывезут те, у кого творческие, да, проекты. Здесь будет очень хорошее сотрудничество. И те, кто, ну, порядочно это все делает. Конкуренция будет. С кем-то что-то будете. С теми людьми, которые за вами шпионят. Что об этих шпионах нужно знать? От них вам будет послание. Возможно, они из вашего рода, как вариант. Возможно, захотят вам подклад сделать, учтите это. Хотят от вас услуг ваши забрать. У них есть очень важная цель. Роскоши хотим. Хотим роскоши, а баба здесь пентаклевая королева, она в наказание в закольцовке попала. Печаль, слезы, отчаяние, невозможность воздействовать на ситуацию. Ни с помощью магии, ни с помощью манипуляций, воплей, криков, тишины. Вообще никак. Все, закрыто. Поэтому бабе нужен ваш ресурс. Абсолютно любой. Я сейчас не буду перечислять эти моменты. Учитывайте. Это вот эти вот все колдовки по семье, по бинарным каналам. Тоже учтите эти моменты. Для кого-то актуально, вашего мужика хотят забрать. Если не в мужике вопросы, срать вам вообще там на эти нюансы, любятины. Здесь ваш авторитет не дает им покоя. Вы слишком ответственно подходите к делу, к жизни, не знаю. У них этого не получается, так слишком трудно жить, понимаете? Ваших покровителей, ваших, ну здесь не фамильяры, здесь иные силы захотят передернуть на себя, переключить. Здесь у людей, понимаете, девочки, вот кто в творчестве какой-то проект реализовывает, либо уже реализовал, вот ваши недоброжелатели, здесь бабы, они отупели. То есть они, понимаете, в этот момент весы качнулись в вашу сторону.
И они, получается, как подслились, и все поняли, что они, ну, ни черта не умеют, не знают. Это все была бравада. Да, магия здесь будет. У меня такое впечатление, что вы на это все смотрите. Кстати, по поводу магии. Смотрите, здесь вопрос того, что мужика из прошлого кто-то там все к себе привязывает. Неважно, что это там за женщина. Вообще, если для вас не актуален этот вопрос, ваши творческие способности, ваш авторитет, ваше умение, понимаете? То, которое дано вам при рождении, учитывайте этот аспект. Плюс ваши защитники. И я вам хочу сказать так, что вы со своими защитами, с теми силами, которые стоят за вами, просто созерцаете на этот быдлам и имеете в виду. Теперь я подсгребу вот это все. Меня не интересуют эти клюшки и недоделыши. Меня интересуют вот эти 4 карты. Здесь у вас в магии власть. Власть в ваших знаниях. За вами стоит интересная сила. Здесь меня будут смотреть люди, естественно, не все, которые уже вывели свою родовую ветку на определенный уровень. И если еще нет, вы начинаете это делать. У вас не одна защита. И даже не 3, их больше. Те, кто попытаются на вас напасть из-за спины, у вас стоят ловушки. То есть, кто переживает, что будут нападки по менталу, астралу, либо на иных телах, не ссыте. Силы, которые за вами стоят, будут освобождать вас от всякой белиберды. Давайте отпор четко и конкретно. Девочки, для кого актуально? Особенно, кто ко мне обращался уже, да? Вы себя сейчас не обозначайте как бы в чате. Просто послушайте. Для тех, для кого актуальны вопросы, кто планировал, кто хотел, кому я даже советовала, начните свой YouTube канал, хотя бы там Instagram, что-нибудь. Вот проявляйте себя, и кто переживал по поводу комментариев. Господа товарищи, у меня есть 2-й канал, который я еще здесь не презентовала. Он чисто для любятины. Придет время, ну, кому надо, те уже там. Кому не надо, вы его не найдете. Так вот, знаете, в чем прикол? Там столько дерьма, это просто трэш. Там настолько вот низковибрационный контингент на данный период, хотя не все, я не спорю, уже подтягиваются более-менее осознанные ребятки. Но тем не менее, скажу вам так, вот лично как я подхожу к этой ситуации. Вот мне хочется, я их крою просто матом. Понимаете, я ими кормлю вот этих. А там дело каждого, как себя вести в обществе. И неважно, в интернете, либо так. Понимаете? То есть не бойтесь давать отпор, сил у вас достаточно. Кому нужно, кто нужно, будет с вами. Достойных людей тоже достаточно.
Будете получать радость от плодов вашего труда. Короче говоря, кто сейчас, давайте скажу четко и конкретно, кто буквально сегодня, вот в процессе создания какого-то творческого проекта, вот даже не сомневайтесь, этот портал вас просто как, ну, волной выбросит на вершину определенную. Понятно? Только не сидим. Да, ну, господа товарищи, здесь ваш род вам помогает, ибо здесь большинство из вас уже закладывают фундамент для семейного бизнеса. Да. Неприятные отношения с людьми, которые очень долго длились, то есть попадались вот эти вот мужья-жены несостоятельные, то есть вы себя проработали, вы уже этих людей не впустите. Не вот эти недоделанные там тетки, сестры, свекрухи и тому подобное. Этого дерьма уже у вас не будет. Соответственно, это касается тех, кто себя прорабатывает. Девочки, для кого актуально? Встретите свою вторую половину по справедливости. Общее создание дома, семья, забота. Человек вас будет на руках просто носить. Этот человек вас будет ценить даже больше, чем самого себя. Здесь король пентаклей со справедливостью, с подарками в вашу жизнь идет. И солнце. Даже думала, ну а вдруг? Пока что вот так. Но это, опять же таки, расклад общий не для всех. И скажу вам сразу, если раньше это могли передернуть вот эти бывшаки со своими парчаками, их тряпки, перед которыми они вас обесценивали, да, вот, ну, даже не переживайте, занимайтесь, идите по своему пути, поняли? Все, вся вот эта шушера, она будет отметена. Здесь такие силы стоят, ну, о которых, ну, большинству, возможно, еще не нужно знать, но кто меня понял, тот понял. Все остальные, вы к этому просто идете, вы просто на пути к этому. Поняли меня, да? Вот здесь такой вот момент. Здесь реально кто-то проработал родовую ветку очень хорошо. Королева кубков отдана определенным высшей силой, по ней ее в болезнь вкидывают. Может попытаться к вам пролезть в пространство, ей бабки нужны. Будьте внимательны. То есть, если вообще говорить конкретно, кто уже прекрасно, ну, осознал свою ценность, вы даже не подпустите близко эту шушеру к себе. Тем более уж там разговаривать или с ними что-то решать, либо, ну, там, жалость испытывать. Никакого. Абсолютно. Вот вам вот этот расклад заходит. Если кто жалеет, кто там чистит кого-то из бывших в надежде, что там по своим причинам, даже не хочу это перечислять, у вас просто свой отдельный путь. Давайте я вам так скажу. Вы еще просто на пути. Так, по Таро Веретника сейчас еще посмотрим. Первая же карта — предки, духи рода. Дайте этому порталу разбег, да, ну, взять. А ну-ка сейчас уточню, до июля. Да, до июля. До июля многие из вас получат помощь от них. От предков своих. Получите откровение о многих вещах, о высшем суде по вашим недоброжелателям.
Здесь все погостные работы против вас закрываются. То есть, если их кто будет делать в будущем, будут они работать? Нет, сразу будет по их детям отлетать. Большущими проблемами. Сначала на физике, потом на психике, а потом и, собственно говоря, на выход. Там уже пусть решают ваши недруги. Здесь расклад, даже не хочу дальше ничего доставать. Здесь такое ощущение, что каждый из вас получит то, о чем давно мечтали услышать, увидеть и тому подобное. Если кто ожидает, допустим, кто-то из вас ожидает новостей, да, некролог ждет о враге, вы его получите. Если для кого это не важно, вы ждете новостей уже касаемо вашего будущего, вы их получите. То есть каждый из вас получит то, о чем мечтали. Надеюсь, все понятно. Итак, ребят, теперь можете начинать писать свои вопросы четко, лаконично, не вот такие полотенца, да, там загадываете человека, он, она, обозначаете, и вопрос. Буквально до 10 слов. Четко и по факту. Я пока подготовлю, буду смотреть на своем оракуле. Ребят, кому еще не ответила в личке, я отвечу. Потому как выходные у меня тоже присутствуют. Вы пишите, но отвечать буду по возможности, да? Кому надо, тому я отвечу. Кто уже в курсе, те знают, что я напишу завтра. Еще, ребята, на полнолуние есть одно место на чистку. Кому нужно, обращайтесь. Полнолуние перед Йолем. На Йоль также. О как. Иллюзии с вас спадают, в творчестве силу набираете. То есть, кто сидел, щелкал ебалом и боялся себя открыть миру, вон выход и вышли, поняли? Нехрен сидеть и чего-то там ожидать. Резко что-то у вас произойдет, вас как осенит, что вы очистились, вам открыты пути дороги. Так, поехали. Пришел ритуал для меня и других людей. Ага, как пройдет для вас и как для других. Это уже, конечно, вы должны регулировать эти моменты. Это я вам как практик скажу. Бывает ритуал одной направленности и действует, допустим, как я запускаю на канале. По энергиям. Видите, и даже ответ вам. И темное, и светлое. Для вас это сочетание. То есть вы должны урегулировать эти моменты сами. Согласно вашему кодексу. Для других освобождение. Давайте я вам уточню еще вот эту карту. Расставьте приоритеты, Марана. Понятно? Приоритеты. На своем примере я объяснила, что у меня идет по каналу. Но канал нужно прорабатывать. Есть еще кое-что, что вы не знаете. Не просто так этот ритуал данный вам. И для тех людей не просто так пойдет. Для вас борьбой. И в первую очередь здесь и для вас лично нужно. Так, ребята, пока притормозите, дальше отвечаю. Потому что сейчас завалите. Так, приносила ли мне моя мать недавно подклад? Да, на размолвки, на конфликты.
Да, она еще следит за вами, обращается к высшим силам. Еще. Сущаки, подселение и двойное дно у вашей. Не хочу я называть слово «мать». Так, дети вернутся. Сейчас, девочки, смотрим. Во всяком случае, наладите с ним связь. Возможно, не четко приедут на физике, но общение у вас будет. Да, работать будете над отношениями. И вы, и они. То есть, каждый со своей стороны. Так, сегодня поступила... Так, Надежда, Свет, отвечаю вам. Нет. Снимите мороки, оморочки, непрогляды сдерните. Обязательства какие-то, долги будут. У вас здесь шабаш, коллективная работа по вам. Смотрите, что это за мужик вообще, и мужик ли это вообще. Так, София. Ага, у вас не вопрос, у вас пожелание. Благодарю вас. Конечно, фраза такая уже, знаете, знаменитая, да, в интернете, но я желаю вам всем втройне, чего желаете вы мне. Даже если вы сидите... Кстати, девочки, отвлекусь, пока пишите уже дальше вопросы. У меня один вопрос к Швале на моем канале. На кой хуй вы здесь сидите и тычете свои дизлайки? Вы понимаете, что, ну, это даже среди крыс вы самая низшая каста. Если вам что-то не нравится, идите вон. Вы не переживаете о том, что я лично на вас сделаю ритуал? Меня сейчас объясню свою политику партий. Начните создавать, суки, что-то свое и вкладываться, не воровать с помощью магии, блядь. И потом посмотрю я, как вы будете радоваться вот этой белиберде. Когда какая-то шушера, ни на черт не способная, сидит и просто паскудит. Вы понимаете, что на самом деле на других планах происходит? Вы мне даете полное разрешение вас, взять, что мне нужно. И зачастую я даже не разбираюсь, у кого что. Этим заняты мои помощники и остальная иерархия, которая стоит за мной. Я на вас время не трачу. Просто подумайте, прежде чем гадить туда, где вы палец о палец не ударили. На этом канале мне как-то все равно, просто на новом, на моем. Там просто, я как уже сказала, это какой-то трэш, блядь, трэш. Я не хотела поэтому и любятину открывать, но вижу, что многим девочкам реально помогает то, что у меня идет по потоку. Там еще немного, и я этот, канал покажу на этом. А так, я думаю, что кому надо, те уже его нашли. Кому не надо, значит, вам пока туда не надо. Так, добрый вечер. Пойдет ли мне и людям на благо то, чем я сейчас занимаюсь? Кратковременно как-то. Нет возможности выбора. Должно быть равновесие по справедливости, по балансу. Спокойствие, величие разума соблюдайте. Это Кассия либо Кассия. Лицемерие, ложь, грязь, сплетни, вот это все искоренять. Суеты много, нет, тут нужно разбираться дальше. Слишком много здесь вводных в вашем вопросе есть. Много людей задействовано, либо разноплановое что-то. Кратковременно, да, вот краткий эффект будет давать. То есть короткоиграющий такой, знаете, вот как вспышка прозрения, а потом опять как будто бы под воду. Поняли, да?
Если вы, допустим, спрашиваете конкретный ритуал для чистки клиентов, вот в вашем случае, я просто как пример говорю, кратковременный эффект. И там уже все будет зависеть от вашего клиента. Мои дети под защитой. С глаза еще есть зависть. Убирайте из своего пространства сук, которые не могут родить и завидуют, что у вас есть ребенок. Нормально, да, под защитами. Хотя вампирятина есть. Кто-то в вашем окружении, среди подруг шерстите. Оборотень. Кто-то из людей прям притворяется не тем, кем он есть. Двуличный человек. Ну вот, Архангел Михаил снился. Что означает? Ну, насколько карты ответят, это очень многогранно может быть. Опа-на. Мастер, карта мастер вылетела. Ну вот, выпали карты, сейчас я вам их покажу. Либо вы, мастер, переходите на новый уровень, силу получаете, но проходите параллельно свои обороты, где вы стояли в состоянии жертвы, и сплетни за вашей спиной могут навязывать свое мнение о вас другим людям. Здесь ваша внутренняя сила вообще срана на то, что кто где говорит, пока не будут предоставлены факты. Нет фактов, вон выход, вон нахуй отсюда. Пизди у себя на кухне за чашечкой чая. Ну, это лично моя позиция. Кто сыну гадит? Ну, это вопрос вообще. Сильный человек, который контролирует вашего ребенка. В поездке что-то было связано с поездкой. Могли даже подмешать, опоить, окормить вашего сына. И у него пошли пробой по деньгам и по энергетике. Так, прошлой ночью во сне было воздействие. Так. Человек помечен. Вам еще не все известно. Долетел ли бумеранг? Да, по договорам бабы. По договорам бабы полетел, там ведьма, баба. Но она еще об этом не знает, там как-то вы вшито его сделали, вот прям вшит, он в... Давайте я вам так скажу, он прозрачен, его не считать просто так. А вы, какой маг, его не увидит, эту программу. С семьей что-то связано у вас, возможно, ведьма из семьи, если карта выпала. Татьяна, здравствуйте, меня волнует мой сын. Здравствуйте, Татьяна, вас волнует ваш сын. Вопрос я не услышала. Дальше едем. Ну, кто делает порчу? Тоже такие вопросы, ребят, знаете, ну, прям многогранные. Кто делает вашему партнеру? Тот, у кого есть сила, но он об этом молчит. Возможно, женщина. Женщина ведет свой дом, ей это тяжело дается. Женщина, у которой, знаете, и тяжесть, но и при этом есть стабильность. Человек-вампир. Человек с бременем. Тяжелая ноша плюс проблемы по здоровью могут быть. Много чего скрывает, возможно, бегает кому-то, суетится. Баба, которая в скуке находится, вот та вас и разводит. Да, она обращается не к одному человеку. Здесь тройка игроков может работать по вам. Так, НК. Надеюсь, это не Настя Каменских. Мой творческий проект по фамильным... Я уже могу вам сказать, да. Я вижу ваш проект на других планах, это феноменально. Вот туда всю свою дурь вбросьте, я не знаю. Пописать, покакать, водички попить и делаете, сидите прям, войдите в транс в это все.
Да, вы должны перейти с этим проектом на новые вибрации. В этом ваша сила, сила вашего рода. У вас начало и внутренний потенциал будет. То есть вы меня услышали, да? Быстрая реакция, то есть... Да, вас пытаются в лабиринт загнать, чтобы вы это не проявили. Это вопрос, смотрите, не вы и ваши враги. Здесь работа уже идет. Темное против светлого, один род против другого рода. То есть должно быть насрано кто, когда, зачем лезет. Вот реально, вот как я и описала, сели и пошуршали в проект. У меня бывало такое, что я сижу вот даже этим оракулом, когда я занималась, прилетела. Я сижу просто, даже не отвлекаюсь, срано на все. Сразу же оно отлетает обратно. Потому что есть силы, которые прям будут убирать эту всю дрянь. Ибо ты должен что-то сделать. Так, Татьяна, отвечаю вам насчет мать и брат или другая пара. Здесь кармическая у вас предопределенность. Мать что-то скрывает. Брат, возможно, либо сам, либо к ведьме обращается. Другая пара нет. Здесь, смотрите, мать и брат. Да. И еще третий человек. Это они там в завязке могут находиться с кем-то. То есть обращаться вдвоем кому-то, как вариант. Так, подождите, надо перетасовать это. Сейчас, Лариса Федорова, вам буду отвечать. Есть ли магические негативы на меня и на моих детей? Остановлены и полетели бумеранги. Но вам нужно преодолеть такое состояние, когда вы ничего не хотите делать. Вы сейчас должны просто вверх, вверх, вверх и вверх. И летят бумеранги вашим недругам. Из-за жадности. Ненасытное желание у ваших врагов. А ну-ка. Вам высшие силы дали момент нового витка в вашей жизни, а вы нормально так поднавалили им. Поздравляю. Так, Марина, сейчас вам отвечу. Получили ли враги по заслугам? Я бы сказала так, понимаете? Не торопите пространство. Здесь только начало. Во-первых, они от чего-то освобождены, они в иллюзиях, являются марионетками. Они чистились, думают, что очистились, сами под иллюзиями находятся. Ну, марионетки по рабочим, либо же в своей работе. Здесь женщина выпадает. Они думают, что они своровали у вас что-то. С подкладами вопросы. Иллюзия у них, что они идут вверх, что у них есть выбор, но там будет у них сюрприз и откровение, и по всем фронтам, как в пустыне. Дайте этому развертеться, пусть посидят, не трогайте. Они сами сделают лучше, чем вы можете себе представить. Карина. Я не знаю, из Истамбула ли она. Ну вот, честно вам скажу. Если она что-то и делала, то она закрыта. Я бы вот так сказала. Сработали ваши чистки или нет? Я бы сказала, что да, но уточню.
Вам нужно еще чиститься. Чиститься 2 стихиями, даже 3. Вам нужна чистка железа, лед, вода и пламя. Работайте по ритуалике с этим. Классно зайдет. С вот этими вещами. Елена, за деяние биологического папашки с нашей дочерью все будет в порядке. Если вопрос с ребенком, карма запущена какая-то, надо убирать. Карма на то, что будет жертвой в отношениях, не будет разбираться, кого к себе подпускает. Давайте так скажу, с кем работать и тому подобное. Здесь еще надо убирать, мне кажется. Слушайте, да, надо убирать. Елена Гамолина, вам. Ну, смотрите, что за карты тут. Тут еще убирать. Светлана, будут ли наказаны ваши враги? Они будут предупреждены, что идут не туда. За ними будет высшая сила смотреть. Ой, вы много чего не знаете. Давайте скажем так, я определенный этап вижу. Начало. Там все еще зависит от практиков. Если они правильно все воспримут, допустим, есть разные ситуации, откатят свой деструктив, возможно, им как-то скостят их наказание. Но это если ДКБ. Всем во благо. Андрей, отвечаю на ваш вопрос. Вы сами что-то развалили и позволили этой программе пройти. Да, делали. За вами высший абсолют смотрит. Делали. Возможно, женщина. Через подклады какие-то. Прям борется. А за что она там борется, блядь? Она ездит куда-то. Или, ну, к кому-то. Надежда. Что означает этот сон? Для вас возрождение, эгоистичная какая-то красавица, которая либо пытается, либо думает, что она умеет со светлыми и с темными, и типа я решила, я так делаю. Для вас ясность какая-то будет. Вот что сон означает. Во благо, Татьяна, благодарю вас за пожелания. Лариса Федорова. Танечка, благодарю за ваш ответ. Это вы кому-то в чате, ибо я явно не Танечка. Магическая. Кто я после обучения? Лариса Федорова, вы в темнице, в порочном круге бедствий. В какое вы обучение влезли? Магия.
будете погружаться в себя. Слушайте, здесь либо сдергивают ваши способности, либо, я давайте так скажу, ну вы боретесь против шабаша и оборотней. Здесь у вас есть возможность, здесь привязь ваших способностей делают, поэтому вы в темнице еще, погружение в себя. И вам ваш путь укажут. Здесь еще работать и работать. Но в принципе, все, давайте я вам так скажу, все идет по плану. Мы будем счастливы со своим парнем. Со своим. Будете ли вы счастливы? Ну, карта смерти выпадает, что-то заканчивается. Здесь может быть как в плюс, как и в минус. От вас зависит, будете ли вы счастливы. От вас двоих. Спасение будет какое-то. Слушайте, да, какая-то ясность будет. Возможно, будет рождение детей. Но смотрите, не попадите в паутину всякой белиберды. Особенно, что касаемо бабла. Какой-то прорыв будет. Это вам пройти. И ему, и вам. Проверка на вшивость, особенно для мужика. Его могут, ну, просто силы купят за бабло. Есть такой шанс, что он может поддаться. Не пройдет этот урок на проверку баблом. Летят ли бумеранги врагам? Да я сразу скажу, летят. Да, предупреждение уже получили. Это Светлана Орлова вам. О, как интересно. Да, проходят, Марина Вахидова. Продолжается ли вранье? Вы исцелились от вранья. Даже если продолжается, вы уже считываете это. Бывший в застое, все, у него пассивность души и упадок. А вот Кобылина, это да, это Елена Марченко, я вам отвечаю. Кобылина еще там что-то многое скрывает от него. Кстати, бабло ей надо, бабло. Люблю, пока бабло есть, да и все. Да, ведьма, ведьма. Работает. Вот та, блядь, там работает, неугомонная. Кассия, вам еще бороться и бороться с магическими воздействиями. Идет борьба у вас. Бывшая изменяла или это были мороки? Тоже такой вопрос интересный. Я вам не буду отвечать на этот вопрос. На личную консультацию. У вас еще с психикой для того, чтобы воспринимать эту инфу. Моменты есть, кармические какие-то моменты не проработанные. Из-за измены я говорю людям, которые, ну, в адеквате, которые готовы это принять. Смотрите, вот выпала карта, это Микола. Я вам хочу сказать так, в лабиринт вас затащили. Это однозначно. А остальное там нужно тоже как-то, знаете, не хочу я за это нести ответственность, пока не пообщаюсь с вами лично. Если актуально, обращайтесь. Много ситуаций бывают разноплановых, понимаете? Очень много. Во благо, Марина.
Парень меня любит, Света. Ну, возможно, любит. Ни знака вопроса, ничего. Могу предположить, что это утверждение. Смотрите, Светлана, парень меня любит. Ну, то, что давно разрушено, ну... Ему, походу, плевать на других, и у него много чего тайного есть. И он опоенный. И типа думает он в магии или что-то там. Знаете, сверхспособности у меня есть. Я великий будущий маг. Виктория, я не Виктория. От слова совсем, хотя хотели так назвать. В далеких 80-х. Хотели, да. Продолжает ли магичить на меня Алексей? Блядь, ну с таким именем мальчики, это, конечно, что-то с чем-то. Следит за вами? Следит Алексей, блядь, следит. Хочет вас в испытания засадить, ворует у вас. У вас иллюзии могут быть, мороки снимайте. У него иллюзии по поводу того, что он идет вверх. В кармические вас узлы хочет закинуть и воровство. Луч света будет вам, поймете, что откуда веет, для чего и почему. Если набить морду, не... смотрите за себя и за ребенка. Знаете, у меня была возможность начистить ебуч своему бывшему. Не морайте об эту грязь. Ну, я вам серьезно говорю, для этого есть специальные ребята. Хотите, наймите их. Если вот прям совсем хочется. Там должны быть люди с определенными кармическими моментами, с определенной проработкой. Для того, чтобы чистить морды. Да неважно, я ж убрала свое имя. Знаете, вот эти имена, когда мелькают, вот меня называют другими именами, для меня это тоже определенный момент. Подскакивают всякие мракобесы с этими именами. Ничего страшного, что не знают. А, вы Виктория. Все, я поняла, что вы Виктория. А то вы просто так написали, я думала, что... Ну, как бы, добрый вечер, Виктория, запятая. Ну, я так прочитала. О, Инеска... Этим вопросом она уже приняла его для себя в голове. Когда женщина знает четко, когда она стабильна и в стабильности находится, у нее выбор за вами. Вы рулите пока что этой ситуацией. Интриги есть. Есть и интриги, и сплетни. Здесь, понимаете, в этом мужике заинтересованы как в кошельке. И здесь люди, которые, либо же у него есть такой бич, когда любит управлять другими. То есть это опять же таки все индивидуально, но вы рулите этой ситуацией. Я вам скажу так. Есть пары, которые по 3 раза разводятся, а потом снова в брак вступают. Там ничего сложного. С разводом больше геморроя. А вступить всегда можно. Я не помню, Светлана, даже ваш вопрос, и вы имеете в виду. Я ответила на ваш вопрос. Я даже не помню, какой вопрос был. Андрей, вам тоже во благо.
Андрей, у вас есть незакрытые гештальты с какой-то женщиной, которая вошла в свою силу. Не поправите, пиздюлей навесят вам сверху. Учтите это. Если не поправите эту ситуацию. Светлана, как помочь сыну? Не отвечаю на этот вопрос. Я училась этой помощи более 5 лет. Как помочь своему ребенку от вот этой всей гадости. На личные консультации, даже на другие моменты по этим вопросам. Помогайте, как умеете. Поднимайте себя выше по вибрациям, и он подтянется. Анастасия. Да. Да, Анастасия, под защитой. Если вы поймете вот это. Да, еще и под какой защитой? А здесь какой-то мужик привампиривался к ребенку, но дело в том, что здесь... Фу, такой гадкий, у меня даже свеча стрельнула, быдло какое-то, блядь. У вашего ребенка дар. За ним уже высший абсолют присматривает. И у него уже есть, он начинает получать знания. Здесь я вас поздравляю. Развивайте это в ребенке. Про парня. Светлана, я не помню, что я про парня сказала даже. Я иду дальше по потоку. Когда угомонится сестра? Когда в болезни, блядь, впадет? Когда ее зашлифуют просто, знаете, забомбят, блядь, вот этими всеми атаками на других уровнях, не только. И что на физике прям сляжет. Ну, здесь 3 людей должны ее валить по справедливости. Здесь работа 3 должна быть, и тогда она завалится. Если есть хотя бы один рядом с вами, кто на достойных вибрациях, там и один практик, справится один человек. Но вам нужна поддержка еще одного. Так, все, отвечаю еще снежному дракончику, и дальше нет. Ну, дальше уже все, завершаю. Так, сейчас, секунду. От чего вас потряхивает, Юлия? От обид, от слез, от разочарования, непроработанные аспекты. Магия. С помощью магии вас закинули вот в эти жернова надуманных проблем, чтобы вы злились, короче, вспоминали обиды, прошлое, и с вас скачивают энергию таким образом. Как конкретно отвязаться от оборотней на работе? Съебать из этой работы, блядь, и работать для себя, на себя, либо искать другую работу. Ну, это вот конкретно. Лариса, как отвязаться? Вам нужно исцеляться. Что-то потерять и возродиться. Там баба, которая не идет на компромисс. И еще и обращается к какому-то практику. Бабы, которые магичат на других на работе, я вам скажу так, это самые вот эти вот, знаете, тупые, я не знаю, как их еще назвать, дуры, у которых от слова совсем нет личной жизни, блядь, вот, ну, вообще нечем заняться, я вам серьезно говорю, это отдельная каста уебанок.
Прошу прощения за мой французский. Так, снежный дракончик. Что мне хочет сказать моя умершая мама, предки моего рода? Вот вам отвечаю и все. Пора пожинать плоды своего труда. Вашу связь с высшим абсолютом хотят забрать, а вас кинуть в оборот. Ну, то есть здесь подмен судьбы может быть, либо еще что-то, поняли? Здесь привязывают вопреки вашей воле и накидывают на вас кармические узлы. Конкретно, чтобы была аскеза, воздержание, допустим, от секса, от мужчин, от женщин, от любви, нет достойных партнеров, нет достойной работы, нет нормального здоровья, вот эти все моменты. Все, на сегодня заканчиваем. Светлана, любятина — это вообще то, что я крайне редко смотрю. Вообще, чисто скажу честно, из вежливости ответила на ваш вопрос насчет парней. Это не... Если вы задаетесь такими... Давайте я вам скажу так, девочки, мать вашу, да? Давайте будем, включать логику. Женщины и девочки, которые счастливы в отношениях, они не смотрят на своих мужчин. Потому что там достойный мужчина. Вы для него на первом месте, у вас все отлично. Есть свои нюансы, они есть везде. Но вы знаете, что вы любимая, что вы номер один в жизни этого человека. Так, ребята, сейчас еще хочу посмотреть для всех. Давайте так, по магическому блоку хочу посмотреть, что сегодня слетело с большинства людей. Кому-то защиты пробивали. Высшие силы, прям знаете, как смотрят за всеми, кто пытается пробить чьи-то защиты. Даже вот так вот. Днем могла какая-то магия на вас идти. Смотрите, вы очистились. Вот через вас, знаете, высшая сила как будто бы кого-то, вот эту всю нечисть как выцепляют. Поняли, да? И вот эти все чернухи, колдухи вот занимаются вот этими аспектами снятия защит. Но это энергоемкая работа. Я скажу по своему опыту, кому надо, там слетит, блядь, все подчистую. Коль по кодексу кто работает. Буквально вот так, опа, человек без защиты. Ну, если уже, знаете, заебут основательно. Не угомониться не могут люди. А по поводу снятия защиты, это, оно как порча может ложиться. И прежде чем снимать защиту, я же говорю, вы всегда, убедитесь, кто там. А все ли так просто, как вам кажется? Да и вообще, я считаю, это, знаете, лишняя трата времени. Я же говорю, кому надо, там высшие силы уберут все подчистую. Для того, чтобы можно было воздействовать на человека. На ура убирают. А вот те, кто к вам лезут и пытаются ваши защиты сдернуть, там высшие силы стоят и вычисляют. Вы почищены. Днем у вас какой-то был ритуал, либо что там, я не знаю. Господа, для кого-то сегодня актуально, что у вас новые договора.
Да. Я поздравляю. Охренеть. Ребята, кто на достойных вибрациях, я вам скажу так. Вы подняли очень темное, древнее создание. Вот теперь ваши недоброжелатели, пока предновогодние есть скидки в ритуальных услугах, пусть заказывают, блядь. Вот это джекпот кто-то из вас сорвал по договорам. Ага. Ага. Вот это джекпот, девочки и мальчики. Те, кто знают, что к вам пришли, не знать вы не можете. Это было вот с 12 до 12 сегодняшнего дня. То есть с 12 ночи до 12 ночи. Очень много в чем он прям как талисманом вам будет. Против приворотов, против того, что на вас вальты делали, против фотографий. Но вы во снах от него подсказки будете получать, на перекрестках будет вам помогать работать. Я вам хочу сказать так, сейчас вот этот, кто к вам пришел, подберет абсолютно все работы через вольт, через ваши фото, привороты, кто на вас сделал, кто астральный план на него ваш влиял, кто ваши сны пытался влезть и на вам программы подсунуть. Он будет просто, у него будет пир, давайте я вам так скажу. Он не просто от этого вас хранить будет. Он и подберет все, что было сделано вот в этих направлениях. И скушает, соответственно, тех, кто это делал. Я здесь кого-то могу только поздравить. Скажу сразу, здесь человек при жизни был темным, но на определенных уровнях его душа проработана. И здесь душа, которая сотрудничает с различными эгрегорами. Четко, конкретно мне проходит ислам. Ислам, давайте так, мусульманство это довольно-таки недавно, а вот ислам более чуть подревнее. Поэтому здесь вот такие новости. Так, ребятки, всем во благо. Всех поздравляю с новыми вибрациями. Всем осознанным. Желаю добра этого мира. А всем остальным Бог вам в помощь. Всем пока-пока, ребят.